Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши читатели! Хочу сегодня поздравить вас с праздником. Наверное, думаете, что я буду вас поздравлять с 1 апреля, День смеха и День дурака, но нет, это не так, этот праздник. И так все знают, и, наверное, уже сегодня его отметили, уже подшутили над кем-то. А сегодня еще отмечается Международный день птиц. Замечательный, чудесный праздник. Он приурочен к началу возвращения птичек с места зимовок. Цель праздника – сохранение видового разнообразия и численности птиц. Еще в начале 20 века, 19 марта 1902 года, была принята Международная конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве, которую подписали более 10 государств. А уже 18 октября 1950 года в Париже была подписана Международная конвенция об охране птиц, которая заменила предыдущий документ для большей части государств-участников. В настоящее время День птиц проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира. Идея проведения Дня птиц, конечно же, нашла поддержку и в России. В нашей стране охрана птиц была организована еще во времена царской России, и к началу 20 века этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе и Российское общество покровительства животных, основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации. Они назывались «Майские союзы» для изучения и защиты птиц. Они создавались на базах школ и объединяли детей 9-11 лет, носивших на головных уборах эмблему «Летящую ласточку». А в 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортице основал первое в стране общество охранителей природы, символом которого стало именно птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья. После революции 1917 года детские майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юнацкие организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юнатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. А в 1927 году, например, День птиц прошел во всех районах Москвы. В нем приняло участие около 5000 ребят. Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение вновь возродилось. Праздник набрал еще больший размах, и к нему было привлечено уже 5 миллионов школьников. Но, к сожалению, к 60-70 годам празднование сошло на нет. Но возродился праздник уже в 1999 году благодаря Союзу охраны птиц России. Орнитологи предупреждают, если исчезнут птицы, наступит экологическая катастрофа, и ее последствия могут быть для человека непредсказуемыми. По их мнению, истребление нанесет невосполнимый ущерб биологическому разнообразию. В Красную книгу России занесено 127 видов птиц. И это означает, что под угрозой находится каждый 6-й вид птиц в России. Всего в России около 790 видов птиц. Интересно, что Союз охраны птиц России ежегодно избирает птицу года. Этот титул может получить вид или систематическая группа птиц, распространенная на большей части территории России, легко узнаваемая и нуждающаяся во внимании и помощи человека. Компания «Птица года» помогает напомнить нашим соотечественникам о проблемах охраны живой природы.
Выбранная птица оказывается в своем году в центре общего внимания. Идет всенародный сбор данных о ее численности и распространении. Люди помогают решать ее проблемы. Участники акции своим творчеством пропагандируют красоту этой птицы и рассказывают об уязвимости животного мира. Птицей символом 2021 года стал копчик, вид хищных птиц рода соколов. Он сменил на почетном посту серого журавля, носившего этот титул в прошлом году. Сокол-копчик, по мнению орнитологов, самый мелкий дневной пернатый хищник России. Состояние популяции копчиков вызывает у ученых тревогу. Численность их и в европейской России составляет около 20 тысяч пар и неуклонно снижается. Во многих регионах копчик занесен в красные книги. Копчик – это неутомимый охотник, но маленький, меньше голубя размеры и довольно слабый и короткий клюв не позволяют ему добывать крупную добычу. Основа его рациона – это насекомые: саранча, жуки, кузнечики, бабочки, стрекозы, пчелы и осы. У копчика очень хорошая координация движений, позволяющая ловить даже очень мелкую добычу из воздуха и из земли. Копчики часто селятся колониями, насчитывающими от десятков до сотен пар. Эти птицы с высокоразвитой социальной системой. Если опасность грозит кладке или птенцам, то все взрослые птицы будут отважно защищать своих. Копчики очень ответственные родители. Самец никогда не бросит самку, сидящую на яйцах или воспитывающую птенцов. Он будет ловить столько добычи, сколько нужно его семейству. Ареал обитания копчиков огромен, от европейских стран до Казахстана, Урала и Западной Сибири. Конечно же, мы в библиотеке очень хорошо подготовились к этому празднику, птичек мы любим. И хотим сказать спасибо объединению «Экологическое краеведение», Дому детского творчества «Журавушка» под руководством Людмилы Ивановны Черенскайте. Они помогли нам, и с их помощью мы очень красивую инсталляцию сделали в библиотеке. Они сделали вот таких вот птичек. Посмотрите, какая прелесть. Это, как вы думаете, какая птичка? Конечно, это синичка, да, по расцветке мы узнаем. И таких птичек сделали много, побольше, поменьше. Мы их разместили на нашем деревце. У нас такая, если вы были у нас, наверняка же были, обращали внимание, что у нас есть такая вот веточка белая. Мы ее часто используем для разных инсталляций, и для новогодних, и для весенних праздничных. И вот теперь у нас на нашем дереве в библиотеке живут птички. Также мы подготовили книжную выставку и очень интересный мастер-класс для ребят. Называется «Села птичка на окошко». Сегодня уже, вот сейчас середина дня, у нас уже многие приняли участие, сделали птичек из бумаги, забрали себе домой. Но и вы еще сегодня можете успеть на мастер-класс и прийти посмотреть на книжную выставку. Также я хочу показать вам несколько книг о птицах, которые у нас есть в библиотеке. Ну, конечно, это далеко не все книги. У нас стоит большая выставка. И книги есть еще на полках, потому что этой темой мы интересуемся, и интересуются этой темой наши читатели. Покажу всего несколько книг. Например, «Определитель птиц России». Такая интересная книжка. Конечно же, она с иллюстрациями, а как иначе, да? С описаниями, с ареалом обитания птички. Вот хохлатая чернить, например. Не знакома вам такая уточка? Где она обитает? Кто-то, может быть, видел ее в нашем парке. Вот. Птицы величиной с ворону. Очень замечательный, хороший определитель птиц. Еще хочу вам показать небольшую такую книгу. Эта книга написана Еленой Александровной Нургалиевой. Небольшая история про уточку крякушу или крикушу. Детская книга. Всего несколько страничек с фотографией. Интересная история тут написана про уточку в нашем парке. Вот можете прийти, взять ее, почитать. Забавно еще есть книжка у нас «Пингвины».
важные и дружные. Она такая толстенькая. Здесь приведены факты о пингвинах на одной страничке, а на другой страничке обязательно какая-то фотография. Посмотрите, какая прелесть. Пингвинчиков, наверное, все любят. Они такие хорошенькие и забавные. Вот тут и птенчики пингвинов есть. Вот какая толстая книга. Вот, например, открыла, где мне попалось интересный факт, что спасаясь от жары у себя на родине, в Южной Америке магеллановые пингвины роют норы, образующие целые подземные города. Вот они, магеллановые пингвины. И еще покажу вам книгу «Птицы европейской части России». Очень хорошая книга. Тут есть и рисунки, и фотографии, и описание, и как они размножаются. Вот, посмотрите, галка. Вот какие птенчики хорошенькие, желторотики. Как они питаются, как они мигрируют. Столько много птичек интересных. Даже вот я, например, не знаю, наверное, и половины, да? Вот такая маленькая серенькая птичка, незаметная. Птичка-весничка. Смотрите, какая хорошая. Пеструшка. Вот дрозд. Слышали, наверное, уже дрозды поют вовсю, распевают свои песни, так красиво поют. Синица длиннохвостая. Не буду, конечно, вам все показывать. Приходите сами, посмотрите эту книгу. И здесь еще интересно, в конце есть вот даны фотографии с размерами, с описаниями яйца птичек. Ну, как интересно, да? Так что поздравляю с этим чудесным праздником. Приходите к нам в библиотеку, посмотрите на наших птичек, на нашу инсталляцию. Вот, и обращайте внимание, знаете, как интересно наблюдать за птичками. Вот пойдете в лес гулять или в парк, столько этих маленьких пернатых созданий интересных живут своей жизнью, поют свои песенки. И очень важно сохранить птичек для экологии. Сохранить популяции всех птичек и видовое разнообразие. Всего хорошего, дорогие читатели, до скорых встреч!